Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Виктория, если кто не знает. Я с вами поделюсь своей покупочкой. Это мисс для волос Carolina Herrera Good Girl. Люблю мисты для волос. И у меня уже их есть 3 штуки. Я с вами сегодня поделюсь, расскажу свое мнение, что я считаю, это деньги на ветер или это выгодная замена любимому, полюбившемуся аромату. Да? Но давайте сразу же начнем. Так, моя покупочка. Я даже не знаю, это как ходить с козырей, да, начинать. Короче, скажу так, это будет мой топ из 3 ароматов, всего лишь, да, 3 мистов для волос или дымок для волос. И первое место, начну прям с первого, это вот эта вот туфелька. Я все время хейтила этот флакон. Ну, не сказать, что я прям его вообще полюбила, да, но может быть вот конкретно это, что вот тут такое матовое стекло и сама, видите, сам аромат, он такого голубого оттенка. Может быть это. Ну, в общем, скажу так, меня не раздражает и даже в какой-то степени мне нравится. Это первое место, потому что это, ну вот аромат один в один, как парфюмерная вода. У них пирамиды даже практически не отличаются. Чуть-чуть она сокращенная у миста для волос. Я не буду перечислять, чего не хватает. Это не так важно, потому что ароматы вот, ну, похожи один в один. Естественно, у этого стойкость всего 3-4 часа. Я бы даже скорее сказала, что это вот по моему опыту, да, это больше похоже на туалетную воду, по стойкости и по тому, насколько ароматы похожи, чем на дымку. Белоцветочно-пряный аромат с гурманскими нотками. Вот. Я абсолютно тут не улавливаю отдельно кофе или какао, которое здесь заявлено, или пралине, туберозу. Ну, то есть для меня это какая-то белоцветочность. Здесь даже есть роза, и вот в самом парфюме и в мисте есть роза. Я ее не чувствую вот отдельно, так же, как и миндаль. Очень женственно, очень такой очень манящий аромат. И мне нравится, что дымка, она вот в отличие от парфюмерной воды, она, ну, по мне, да, она более легкая и более универсальная, поэтому можно куда угодно. С парфюмерной водой можно немного переборщить, можно себя придушить, кого-нибудь еще, с этим ароматом нет. Мне понравилось, это мой любимый мист. Я его, знаете, с чем сочетала? Сейчас вам покажу. Вот с этим ароматом, это Jeroboam Gossam. Это хорошо сочетается с ароматами такими же белоцветочными и такими пряными, теплыми, обволакивающими. Вот здесь такой есть немного сливочный оттенок, поэтому они хорошо вдвоем звучат. Единственное, что, конечно, надо понимать, что когда уже есть дымка для волос, да, на волосах, кто-то, кстати, вот этой даже пользуется, наносит на тело, на одежду, и держится она еще, на одежде еще дольше, на теле нет, она быстрее слетает, естественно. Ну, то есть, когда я к тому, что когда уже у вас есть дымка на волосах, то надо меньше наносить самого аромата, чтобы они звучали в унисон и не перебивали друг друга. Заявлено, что она придает еще блеск волосам. Я не заметила. У меня очень пористые волосы, вьющиеся, и я все время за ними ухаживаю после каждого мытья. У меня столько всяких масел на волосах, средств, что я просто это не чувствую, вот, лично для меня. Может быть, да, когда
волосы, в принципе, хорошие, то вот это еще придаст какого-то блеска. Может быть, не знаю. С чем еще я ее сочетала? Вот, с Арианой. Тут есть Fleur de Orange в самой Ариане. И, естественно, да, тут тоже Fleur de Orange, и они отлично друг с другом смотрелись. Этот аромат тоже теплый, с гурманскими оттенками. Они вот вместе прям супер сочетаются. И я попробовала даже с самсарой. Но самсара очень громкий, стойкий аромат. На мне, по крайней мере. И, может, я дозу как-то слишком самсары, может быть, слишком много самсары нанесла, не знаю. Но вот она перебивала этот аромат. Но в целом, да, они сочетаются по характеру звучания. Но вот это громче. А вот еще с чем прям было супер, прям идеально. Perfume Sax Coral. Это ирис, фиалка, много ванили кондитерской. И это такой аромат Барби, аромат очень летящий, девичий, женственный, беззаботный. И вот они очень-очень хорошо вместе звучат. И он не перебивает. Он сам по себе такой довольно мягкий по звучанию. Так, и расскажу про другие. Второе место. Второе место – это Baccarat Rouge 540. Смотрите, тут уже очень много я, конечно, использовала. Почему не первое, да? Почему второе? Мне кажется, очень важно, чтобы дымка для волос совпадала с парфюмерной водой. Здесь совпадение не стопроцентное. Если тут, ну, мне кажется, 100%, вот прям скажу так громко, то здесь, ну, процентов 80 совпадения. То есть узнается аромат. Тут даже по нотам вообще один в один. Шафран, жасмин, гедеон, амбрвуд, серая амбра и еловая смола, кедр. Вот по нотам, по заявленным, что в дымке, что в парфюмерной воде, все одинаково. Но это звучит не так. Звучит не так. Здесь, вот, кстати, насчет ухода, то вот здесь больше уходовых средств. Аромат, прям вот, даже не аромат, а дымка. Она прям, ты наносишь на волосы, и ты чувствуешь, что это средство есть на волосах. Оно немножко структурирует волосы. Такой, знаете, эффект, есть такие средства, как будто бы с солью, да, и вот они делают эффект, как будто ты с пляжа только что вышла, вернулась, да, из воды вышла, вот волосы высохли, вот такой эффект морской соли на волосах. Это жутко сушит волосы, я вообще не очень понимаю эти средства. Тут тоже есть такой эффект, но волосы при этом это не сушит, потому что какие-то масла здесь добавлены. И поэтому дымка немножечко вот этим ароматом обладает, каких-то масел. Вот сейчас, кстати, нет, когда наносишь, это чувствуется. И она чуть-чуть даже такая липкая. То есть если нанести на руку, то почувствуешь, что немножечко есть какая-то липкость. Потому что вот эти средства, их тут много ухаживающих средств, и они придают свой аромат Baccarat Rouge. Вот так бы я сказала. То есть как будто есть и Baccarat, и вот эти средства. Держится он хорошо. Если вас смущает в Baccarat вот эти вот аспекты медицинские, да, аромат медицинский, то дымка вам может понравиться, потому что здесь они нивелированы. Вот я практически их не чувствую. Я чувствую тут какую-то сладость, сахарность, чувствую еловую смолу, какую-то, вот может есть даже жасмин, да, может не напрямую, как обычно, да, вот жасминовые ароматы звучат, но какой-то намек на белоцветочность есть. Тоже долго держится, но чем ближе к концу звучания, тем меньше он похож на парфюмерную воду. Вот как, наверное. Так, и третье место из 3. Просто других пока нет дымок для волос, но я буду еще покупать.
Третье место, вот это, оно, и знаете, это похоже на Жадор. Хотя тут супер урезанная пирамида, прям очень сильно урезанная. Здесь заявлены не роли дамасская роза и красный апельсин. А вы, наверное, помните, что в парфюмерной воде там очень большая, очень обширная пирамида. Я даже не буду ее сейчас называть. В общем, это, как я говорила уже, это как будто бы шампунь, ароматизированный ароматом Жадор. Вот. Ну, то есть это не похоже на парфюмерную воду по звучанию на 100%. Это вообще похоже где-то процентов на 50%. Стойкость у этого... Ой, ну... Я сегодня наносила вот как раз его. Стойкость, ну, где-то час, вот я прям его стабильно слышу. Вот когда ветер еще подует, ну, либо когда вот так вот как-то волосами взмахнешь. Ну, где-то час, но не больше. И я вот сочетаю обычно этот аромат, ну, так как тут белые цветы, я сочетаю с белоцветочными ароматами. Это L'instant от Guerlain. Надо наносить прям вот этого чуть-чуть, потому что он очень громкий, стойкий и перебивает вот этот аромат, но вместе они звучат очень классно. Тут белые цветы, медовые, с таким зеленым оттенком, с древесным оттенком, немножко пудровый, а это такие вот кристальные белые цветы, как будто даже с росой. Вот такая свежесть на волосах. Мне очень нравится этот аромат именно вот когда он на волосах звучит. Как вывод по поводу дымок. Я считаю, что это довольно выгодно покупать. Лично в моем случае, потому что у меня очень много ароматов. Иногда мне хочется флакон, но я понимаю, что я вряд ли это буду очень часто носить. Этот флакон будет стоять, расстраивать меня. И я понимаю, что если я куплю дымку, то ей я буду пользоваться чаще. У нее и расход больше. И я могу купить, допустим, travel-версию, либо от Levant аромата. Но если мне прям сильно хочется вот флакон целый, то я могу купить, вот как в случае, допустим, с Бакарой или с Жадор, можно купить флакон. Вот этот случай. А в случае с Каролина Эррера мне и флакон-то особо не нравился, но мне нравится аромат. И этот аромат, ну прям стопроцентное попадание. Прям вот то же самое, что парфюмерная вода. Но, да, что мне нравится, что мне нужно было, чтобы он звучал не настолько громко, чтобы можно было его часто носить. Правда, очень выгодно, но, опять же, это зависит от цели. Если вы какой-то аромат обожаете, он вам нравятся все его оттенки, все его нюансы, и вы точно уверены, что вы будете его носить, что он не будет стоять у вас на полке, то я считаю, что надо покупать именно вот то, что нравится. Парфюмерная вода или туалетная, или там духи, та концентрация, которая вам понравилась. Для меня вот это прям идеальный вариант. Ну, еще как попробовать, как вообще этот аромат со мной приживется, нет, как вот этот флакон, да, вроде он меня не сильно бесит, может, я к нему как-то привыкаю. Вот. С дымкой с этой точно так же. Я знаю, что я Бакару не носила бы часто. Я, наверное, сколько? Я раза 2-3 в год к ней подхожу. А вот этот аромат, дымку, я ношу часто. И я сочетаю с Juliette Hessegan, Sunny Side Up. Ее, это мое любимое сочетание. И с Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Обожаю это сочетание, вот именно дымки и этих ароматов. Прям даже мне вот по отдельности они не так нравятся, как вот именно в сочетании. И я считаю, что это очень выгодно, очень. Ну, еще сравните, если цену, да, на саму парфюмерную воду и на это просто он стоит
Я не знаю, сколько он сейчас стоит в рублях. Когда я покупала эту дымку еще в Питере, она стоила 6500. Сейчас не знаю сколько. Вот тогда она стоила 6500. Ну, это, сами понимаете, было больше 2 лет назад. Но я думаю, что все равно, да, соразмерно цены, если выросли на парфюмерную воду и на дымку. Дымка однозначно выгоднее. И если вам не нужен один в один, да, вот вам просто нравится, да, какой-то аспект, как мне нравится еловый аспект в бакаре, и вот эта сладость, то это вполне, да. Короче, надо пробовать, и в некоторых случаях дымку взять выгоднее, и она может заменить парфюм, который вам понравился. Вот такой вывод я бы сделала. Спасибо вам, что вы были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх. Это очень-очень важно, потому что алгоритмы YouTube, как они поймут, что это видео вам понравилось, что его надо продвигать. Это очень помогает моему каналу. Не забудьте подписаться на канал. Это все то же самое. Это точно так же важно и для меня, и для алгоритмов YouTube. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.